Здравствуйте, Овны! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, и расклад сегодняшний на следующую неделю. Это неделя с 19 по 25 января. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас в этот отрезок времени. Я напоминаю, что у нас общий Таро-прогноз, он не индивидуальный, не личный. Надеюсь, тем не менее, большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Пишите, пожалуйста, в ваших комментариях, что именно у вас происходит, насколько вам подходит это видео. Возможно, вы захотите подписаться, если вы еще не подписаны. Также буду очень и очень признательна. Итак, расклад по дням. То есть на каждый день недели по одной карте достаем из каждой колоды и разбираем каждый день в зависимости от того, какое сочетание карт выпало. Попытаемся высветить основные какие-то события. Но опять-таки расклад основной. Возможно, какие-то дни или какие-то события будут сдвигаться, смещаться, и у кого-то только основные моменты в течение недели произойдут, а у кого-то по дням, так как мы сейчас здесь карты и выкладываем. Итак, Овны, давайте посмотрим, что же вас ожидает. Начинаем мы с понедельника. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, у нас есть первая карта, карта колесница, карта движения, карта поездок, карта какого-то продвижения вперед. Да, может быть, у кого-то из вас здесь будет рывок вперед в работе, в делах, в возможности там с кем-то встретиться, кто вас ждет, кто, не знаю, в этот день, может быть, вас будет рад видеть. Да, но вот вы в центре внимания можете быть по колеснице. Как раз благодаря какому-то успеху важному или победе, которую вы здесь совершаете. Но давайте посмотрим, что здесь еще дополнительное может быть. Кстати, это карта рака. У кого-то из овнов здесь может быть общение с человеком знака рак. Давайте посмотрим. Понедельник для Овна. Почему выпала карта колесница и тут же двойка пентаклей. И правда, как много суматохи, много суеты, много вот этих вот каких-то мелких передвижений, поездок по двойке пентаклей. Когда вы ловко со всем справляетесь. Когда вот вы в таком хаосе умеете удержать равновесие, не упасть, умеете как-то правильно расставить приоритеты, что сначала, что потом, что важно, да, что второстепенно, чтобы все успеть, чтобы все дела успеть выполнить, допустим, каким образом здесь это все правильно по полочкам разложить. Дальше идет семерка кубков, и здесь вот семерка кубков переплетается с картой Луна, то есть здесь может быть по этой карте какое-то, либо какие-то сны могут сниться, вот можете интуитивно что-то здесь такое почувствовать или узнать, увидеть какие-то знаки, возможно, которые будут вам попадаться. Семерка кубков, она у хорошем здесь не только да, иллюзиях каких-то, о хорошем воображении. Поэтому у кого работа творческая или вы занимаетесь каким-то творческим делом, здесь может быть, правда, хороший для этого период для вас. Кто-то, может быть, ночью работает или там, не знаю, картины пишет. Но вот семерка кубков очень часто она показывает еще и ситуацию, где у вас есть каких-то много вариантов и много возможностей, а вы не знаете, какой из них лучше. И вы начинаете выбирать один вариант, потом начинаете накручивать себя, что ой, нет, это какой-то ошибочный вариант, мне лучше так не делать, да, лучше было другой вариант выбрать. Потом думаете, что и тот другой мог быть не самым лучшим, да, может быть, у вас здесь есть несколько каких-то предложений или возможностей, но вы считаете, что ни одна из них не считается для вас как бы или не является лучшей, да, то есть вы как-то вот теряетесь в этих возможностях, то есть очень много вариантов, и вы испытываете такую вот неопределенность здесь, неопределенность, как быть дальше, что дальше делать. Давайте посмотрим, что здесь у вас еще есть, Овны, почему эта карта выпала у вас на вторник, семерка кубков, карта четверка мечей. Очень много здесь самоанализа, попытки разобраться в себе, в том, как дальше действовать, какое решение лучше принять, как лучше поступить.
Вы можете здесь заниматься таким самокопанием, вы пытаетесь вот в спокойном состоянии, пытаетесь, да, разобраться, какое решение лучше принять, какой вариант выбирать, то есть приостановиться, сделать паузу перед тем, как понять, как действовать дальше. Карта Луна, карта тайного и скрытого чего-то, возможно, каких-то иллюзий, опять-таки по карте Луна. Здесь вы можете бояться обмана, бояться какой-то нечестности со стороны других людей. Возможно, вы боитесь, что кто-то вас обманет, кто-то, кто предлагает вам эти варианты, и вы думаете, что вы можете ошибиться. И вот, собственно, здесь Луна как раз говорит об этом страхе, о неуверенности там, в каком-то человеке, который для вас является такой закрытой книгой. Да, вы боитесь, что будет какая-то вторая сторона Луны, та сторона Луны, которую вы не видите, которая откроется вам как какая-то правда неожиданная. И, собственно, вы не хотите иметь дело с человеком, которому не доверяете, или с ситуацией, в которой вы не разобрались полностью. То есть Луна, она о страхах, о переживаниях. Карта Луна. У кого-то, да, может говорить и про беременность. Здесь, собственно, беременная девушка, о каких-то переживаниях, связанных с беременностью. Ну, давайте посмотрим на дополнительной карте, что здесь еще есть на среду для овнов. Почему карта Луна выпала? Карта Луна с тузом кубков, между прочим. То есть по карте Луна вы думаете о том, что, возможно, здесь хотелось бы осуществить какую-то для вас важную мечту, заветную, которая сделает вас, получение этой мечты, да, сделает вас более счастливыми. Может быть, вы будете, не знаю, чувствовать, что вы действительно здесь получили желаемое, добились того, что переполняет ваши эмоции, ваши чувства. Кто-то здесь мечтает о беременности, кто-то здесь по карте Луна может даже узнать о такой новости или узнать о каком-то скрытом от вас ранее событии, да, и оно сделает вас счастливее, то есть чем-то вас порадует. Дальше рыцарь мечей. Карта рыцарь мечей, ну, даже не знаю, просто здесь Луна, туз кубков. Может быть, какие-то переживания дел сердечных тоже могут быть, да, дела сердечные, которые вас здесь волнуют, беспокоят. Карта рыцаря мечей и пажа мечей, то есть много мечей, много возможностей опять-таки что-то узнать. Да, узнать какую-то информацию, узнать о ком-то, какие-то вещи. То есть вы проявляете интерес, любопытствуете и можете здесь благодаря своему любопытству узнать какие-то новости интересные. Да? Может быть, вам честно кто-то выскажет что-то, скажет что-то, но при этом рыцарь мечей в четверг, он больше о каком-то конфликте, о каком-то проявлении агрессии, возможно, или порывистости. Может быть, с вашей стороны или со стороны такого человека. Здесь в целом может быть воздушный знак, хотя на самом деле расклад общий, опять-таки про знаки говорить, наверное, не имеет смысла. Но вот овны, может быть, вы общаетесь с таким воздушным знаком, это весы, близнецы или водолеи. Возможно, вы здесь общаетесь с другим человеком, да, не обязательно воздушной стихии, но человек, который проявляет такую вот категоричность, резкость в общении с вами, либо вы здесь по рыцарю мечей стараетесь быть очень решительными и в чем-то упорными. Возможно, вы проявляете гнев, защищаете свои интересы, а вам кажется, что так будет правильнее, вас здесь не пугает какая-то неопределенность, вы здесь можете действовать рискованно, вы можете здесь проявлять какую-то порывистость, не думая о последствиях. То есть вы здесь стремитесь к каким-то переменам, да? Вам хочется что-то изменить в данном случае. И карта пажа мечей — готовность идти как по тонкому канату, узнавая новости какие-то, реагировать в зависимости от того, какие это новости, да, и, собственно, делая быстро выводы, принимая решения, исходя из того, что вы узнаете по пажу мечей. Вы можете для себя что-то прояснить и в чем-то разобраться более детально, в какой-то информации или в каких-то вещах, каких-то событиях, опять-таки касающихся ваших чувств, ваших эмоций, потому что здесь король кубков, то есть чего-то, что затрагивает вас эмоционально. И дальше идет карта тройка жезлов. Здесь о попытке исправить, возможно, какую-то ситуацию, о желании здесь прийти к своей цели, осуществить задуманное, несмотря на то, что как-то мешают вам здесь события сопутствующие, да, мешают достижению этой цели. Но тем не менее вы стараетесь здесь найти все способы, чтобы получить желаемое. Может быть, привлекая помощь других людей. Возможно, здесь каким-то образом вы ищете поддержки у близких людей по тройке жезлов.
Давайте посмотрим еще. Может быть, ждете какого-то момента подходящего или подходящей возможности. Вместе с шестеркой здесь по старшим арканам, это карта влюбленная. Может быть, вы ищете поддержки со стороны своей пары, своего партнера. Может быть, здесь вы стараетесь привлечь внимание этого человека к себе. Мол, обрати на меня внимание, поддержи, помоги или пойми, что для меня важно, чего я хочу, чтобы этот человек каким-то образом действительно подставил вам плечо. Вот она, шестерка, в том ее понимании, да, в котором она должна быть. То есть крепкий союз и желание иметь доверительные отношения с человеком, с которым вы находитесь, допустим, в паре. И четверка пентаклей, здесь может быть по четверке пентаклей желание удержать что-то ценное в вашей жизни, что-то значимое. Для кого-то это удержать отношения, а для кого-то по четверке пентаклей не потратить лишние деньги, сэкономить в воскресенье. Возможно, здесь не потратить какую-то лишнюю копеечку, или вы получаете какие-то деньги, допустим, и не хотите их тратить, не хотите растрачивать. Карта девятка кубков также о том, что вы здесь можете получать подарки. Вы можете здесь, если вы должны кому-то что-то подарить или отдать, то вы стараетесь сэкономить, то есть не потратить лишние деньги. Если вы здесь получаете что-то, соответственно, вы не делитесь с этим, и вы испытываете этот достаток, даже какие-то излишества, которых вам хочется и больше, 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 да, то есть вы не хотите их каким-то образом, опять-таки, потерять или растратить. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для овнов мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого!